Увидеть, познакомиться с экспонатами Краеведческого музея в РДК поселка Ягодное Магаданской области непросто. Вначале надо добраться до столицы Колымского края Магадана, затем проехать чуть больше 500 километров между сопок, через перевалы, мосты, бесчисленные речки, ручьи. Но расстояние, летняя пыль, зимние морозы, как известно, не пугают романтиков, интересующихся прошлым страны, таинственным, загадочным, легендарным, порой жутким для современного понимания времени, освоения Северо-Востока. Собрал весь этот материал житель районного центра Иван Паникаров, краевед, журналист, патриот, историк, каких поискать, несколько десятилетий собирает материал о жизни в труде в суровом крае. Гигантская исследовательская работа проведена и ведется в настоящее время Иваном Паникаровым по сбору и систематизации всего, что касается колымских лагерей, жизни и работы заключенных, о том, как добывалось золото, олово, многие другие руды, которые дали СССР победу в Великой Отечественной войне. В общем, смотреть, не пересмотреть. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Это уж как у вас сложится. Сегодня я в гостях у краеведа, историка Ягодного поселка районного центра Магаданской области. Иван Александрович Паникаров, 66 лет. Чем он интересен? А вот сейчас мы узнаем у него. Все, что он мне рассказал, узнаете вы. Иван Александрович, расскажите, пожалуйста, кем вы раньше работали до выхода на пенсию в Ягодном? У меня несколько профессий. Я главное слесарь, вентиляционщик и сантехник. Я проработал 20 лет. И 22 года в районной газете «Северная правда». В качестве журналиста. Да. Ага. На Колыму приехал 21 марта 81 года. Жил сначала 3 года на Горьком, прииск такой был. Да, я помню. А потом в Ягодно, вы в курсе. Что подтолкнуло вас на сбор информации о колымчанах? Что тут рассказывать, когда вы с журналистом работали? Это еще началось намного раньше. В 91 году я приехал на Горький и жил в одной комнате с бывшим заключенным. Барсуков Евгений Васильевич такой, он москвич сам. А к нему приходил Жирков, дядя Петя, харьковчанин из поселка. И они вместе, в общем-то, разговаривали, немножко выпивали. Меня приглашали. Я что, молодой был тогда, рюмочку выпью и книжку читаю. И слышу, они разговаривают, не столько выпивают, сколько разговаривают о прошлом. А лагерях, оказывается, вместе сидели. А потом москвич уехал, а дядя Петя мы сдружились. И по всей вероятности оттуда все и началось. Дело в том, что у меня из родственников никто не пострадал. И сейчас я на старости лет думаю, что это неспроста. Видимо, кто-то сверху меня надоумил на это дело. Кто-то защитил, а сейчас вы как бы в благодарность. Да. Ага. Да. На что вы опираетесь, когда работаете по теме заключенные Колыма? Во-первых, все начиналось с публикации в газете «Северная правда». Святослав Тимченко, журналист такой был, царство небесное, он опубликовал несколько десятков фамилий бывших заключенных, реабилитированных, с указанием их мест рождения. По этим адресам я написал сотни писем, и мне пошли письма, а потом мне из библиотеки девчонки помогали письма писать, потом разрешили мне в паспортном столе работать, я выписал свыше 1000
бывших заключенных. Более того, значит, опубликовал в 20, 30, 40 газетах СССР и России Свой материал, обращение, да? обращение к бывшим колымчанам, не только заключенным. Ага. И, соответственно, письма пошли не очень много, и завязывалась переписка. Потом я начал в газете «Северная правда» публиковать. Вот здесь вот книга судеб есть вот у меня на столе, где там очень много публикаций, в том числе и моих. Ну, а вот сейчас эти книжки можно увидеть? Где? Купить, нет? Нет. Нет, это все понятно. Дело в том, что я их не продаю, книжки выходят они 300-500 экземпляров. В основном раздаю. Единственное, продаю только иностранцам, если. Ну и незнакомым москвичам. Из своих ежегодных экспедиций Иван Саныч привозит материал не только для печатания на компьютере, но и для наглядного отображения жизни, работы, бытовых условий заключенных и работников НКВД, которым приходилось служить в этих местах. В лагерях, кроме заключенных, были и руководители, соответственно. Там, ну, начальник лагеря, там, оперы. И у них, соответственно, были семьи и дети, жившие с ними вместе. И вот детям заключенные делали вот велосипеды, вот часть велосипеда. Видите, все сделано из... Вручную? Да, да. И вот ездит тут на подшипниках, и все. И ребенок ездил, в принципе, не хуже, чем на нормальном велосипеде. Сталин это в 50-х годах выпускали на Зиадинском ремонтно-механическом заводе. Это барельеф. Ну, тут, соответственно, всем известно. Это, кстати сказать, старое. Это в 60-х годах в районе столовой первой, знаете, вы знаете, где она была. Было там найдено, да? Да, там две двухэтажки были. И одну разламывали, и там их нашли эти. А вот это Вохровский штык, да? Вот это. Кто, штык? Да. Ну, да, был Подсумок, здесь, подсумок. это подсумок, да. Кобура. Это да, это вот тут. Ну, штык. Нож, это ручка самодельная здесь. А вот здесь вот что это? Какие-то Ну, жетоны. Что это такое? Это в виде денег что-то, но дело в том, что это вот 1 рубль Дальстрой написано 39-й год, это 3 рубля 40-й год и 5 рублей. Но об этой валюте, скажем так, нигде информации нету, вот в чем дело. Во, как это. Да, ну, Но оно было. я не могу сказать точно, понимаете, но Ну, по крайней мере, попытка такая была. ну вот что-то было, да, ну нигде не фигурирует она, вот в чем дело. Так, по ленд-лизу. По ленд-лизу приходила тушенка, и здесь, в общем-то, сделана ошибка в слове тушенка через О. А ну-ка. Надо ее писать. И буква У, по сути, не наша буква У, а ну, X, скажем, вот она буква Y. Интересный экспонат, чем эта ложка самодельная, ручка у нее заостренная. Это для, ну скажем так, для самообороны, для драки в лагере. Вот. Ну вот, ключи самодельные, гаечные ключи. Вот все сделано. Все щипцы, кошки монтажные, ножницы. Ну, практически все. Вот. Миска, чайник из консервных банок в 30-х годах. По сути, консервные банки были дороже золота в 30-х годах, потому что металла здесь не было. И вот из консервных банок делали, видите, и чайники, и кастрюли, и
миски и кружки. И кружка где-то тут есть, но я уже не... Ну и... Вот куски рельса, да? Да. Рельсы. То есть на вагонетках, да, вот колесо, Да. вагонетки. А это что такое вот это вот? Какой-то Это транспортерная лента? транспортерный блок, да. Подшипник такая вот такой. Ну, вот он крутился, по нему шла Лента. транспортерная лента, да. Их штук 100, наверное, на лагере Днепровский. И вот он как стерся, видите как? Угу. Середина. Да. Так. А вот это вот. Вот одежда интересна. Вот смотрите, варежка какая. Заключенным присылали из дома Материал? варежку, да, варежку вязаная, видите, вот. Ну, и он ее сберег, и потом уже обшивал. А её это где ручной. была найдена эта варежка? Это на Днепровском. Это На такой, Днепровском. такой лагерь был, да? Да. Летние брюки рабочие, вот столько латок, видите. Вот срок им не вышел, и поэтому их никто не менял, видимо, так я думаю. Иван Александрович, скажите, пожалуйста, сколько человек осужденных всего? У меня сведения есть, которым я верю, ну, больше, чем некоторым официальным. Дело в том, что в Магадане жил историк Александр Григорьевич Козлов, друг мой. Он умер, к сожалению, и он в 90-е годы работал в архивах МВД и ФСБ. Значит, с 31 по 56 год через лагеря Колымы прошло примерно 870 тысяч человек. Из них, значит, умерло там от холода, от болезней 127 с небольшим тысяч. И было расстреляно около 11 тысяч человек. Из всех заключенных, что я назвал цифру 870 тысяч, значит, на материк вернулось более 550 тысяч. И около 100 тысяч осталось жить на Колыме. И вот, а тех, кто дожил до, ну, скажем так, до середины 90-х годов, я издал книгу, и она у меня есть, называется «Эхо Мулага». Ну, в настоящее время она на выставке в Доме культуры. А вот они создали здесь семьи, да? Да, семьи создали, да, и я со многими встречался и переписывался, и вот таким образом и книга появилась. Там их судьбы, где они жили до ареста, как, где в лагере находились, с кем работали, ну и так далее, и так далее. В гараже у Ивана Александровича, конечно, незаслуженно находятся крупные экспонаты, найденные на месте лагерей, на месте строек колымских. Вот. Здесь вот действительно это... Это качка. Нет, сначала вот это нары, да? Это вот нары, да. Реальные, да? Да, натурально. Это с лагеря в Тувичах, привезенное лет 20 назад, наверное. И вот а на них, значит, все. Просто здесь сложено все на нарах из-за того, что весной затапливает гараж, и пришлось мне вот здесь газет много, тут, ну, всякие вещи накрыли. Архивы, все на нары сложил я. Иван Александрович, а вот эта конструкция деревянная, откуда это? Это тачка, это с лагеря Кинжал, где олово добывали. Вот вы Принес недавно- эксперимент. Нет. А там еще тачка, там железная, пеню тащишь. Да. Это с кем вы ее нашли там? Это давно, я уже не помню, год, ну лет 15-20 назад еще был такой у нас по культуре Шелковников, может, помните? Ну, в общем, нашли вы вот такую Да, тачку. А вот здесь вот, кроме
кроме экспонатов исторического, Это вот в прошлом году привезли вот именно мне Колымы. ребята, нашли старатели на Колыме вот эти кости мамонта. Вот кость одна. Вот такая вот. И вот эта кость. Ну, Эх, если бы это все под стеклышко, если бы это все, да. вот это было бы это. Так это, вот насколько я понял, Иван Александрович, главная боль у вас сейчас, это помещение, где можно все это разместить, чтобы оно в целости и сохранности было. Так? Да, ну вроде бы что-то там Теплится. делается. Я говорить не буду, кто что, но Мгм. что-то делается. Может, Бог даст, что и Ну, когда примерно? Вы скажете? может быть на следующий год. Ай, совсем это. Ой, как было бы как бы хотелось, чтобы это все ваши планы сбылись. Или сбылись, как правильно? Потому что да, нормально. Потому что все это я могильные заберу с собой, а годы уже. Мгм. А вот есть ли такие вот энтузиасты в том числе? Потому что здесь многое же на энтузиазме. Вот. Значит, которые бы вот могли бы кому можно было передать это все? Навряд ли, да? Печально. Я думаю, что с нынешней местной властью мы этот вопрос решим. Надеюсь, по крайней мере, процентов на 90. Иван Александрович Паникаров собирает не только материал, который уходит в довоенную пору, но и то, что было при советской власти вплоть до 90-го года. Вот, например, материалы о Синегорье, о поселке Пищевом, Аратукан, Ларьковое. Все это было. Все это люди работали, создавали богатство страны. А сейчас, Иван Александрович, они в каком состоянии, вот эти поселки? Сейчас из этих населенных пунктов их в 1984 году было более 40. А сейчас в Ягодинском районе, значит, 4 населенных пункта. Ягодное, Дебин, Синегорье и Аратукан. Ну и на грани ликвидации Бурхала. И проживают в этих населенных пунктах 6 с лишним тысяч человек. А в 1984 году проживало 52 800 человек. В Ягодном 12 тысяч, в Синегорье 16 тысяч, в Аратукане 6 800, в Спорном около 3. То есть произошла трагедия. Ну, грубо говоря, да. Север был освоен уже. Ну да, в большей степени. А теперь по новой его осваивай, укрепляй. Да. Все собирай в одну кучу, значит, и еду, и какие-то Всё структуры, хорошее, значит, да. жилье. Ну, как оно сложится, неизвестно, да? Или как? Вы видите перспективу? Я не могу сказать, вот в чем дело. Мгм. Ну, это вот, ну, скажем так, небольшой архив, который мне для повседневной работы нужен. Здесь вот вверху некоторые судьбы людей, папки. Далее, значит, все то, что имелось на Колыме, имею в виду лагеря, потом геология, сельское хозяйство, Медицина, там я смотрю. газеты, да, медицина, памятники, ну и так далее, и комсомол, и партия, и тут, А тут даже до и Чукотки. техника, и спорт, и Чукотка. А Чукотка входила в Дальстрой и Северо-Восток Якутии, Индигирка и Яна, это были Дальстроевские. А ниже это вот уже Ягодинский район, это предприятие Ягодинского района. Это что за книга такая? Это Публикации в районной газете «Северная правда» с 1989 года, где 9-я страница непосредственно идет о людях. Отбывашки здесь наказание. Вот здесь
до 98 года. Вот они. Газеты здесь все. И здесь многие рассказывают, за что сидели, как сидели. Ну и из общего числа заключенных, что я назвал раньше, значит, здесь 80-85% за дело сидели. Ну, там преступники, там воры, убийцы, там кто просчитался по бытовым статьям. Ну, а процентов 15-20, ну, кто там говорят-то, за анекдоты по политическим статьям, в общем. Такой статьи, что модно говорить за колоски. Это абсолютно неверно. Был просто указ от 32 года, от 7-8-32 года, и потом он продублирован в 46 году был. Это за расхищение народного добра. Но за колоски на убранных полях никто не судил. Это однозначно. Просто так нам, видите, как в 90-е годы начали говорить, и мы верим. Более того, нам говорят, и сейчас кто ко мне приезжает, особенно иностранцы, вот мы проехали по трассе, на костях построено, тоже неправда это. Да, трудно было, умирали люди, но хоронили их, были специальные кладбища. Я от Магадана до Ягоды знаю 3 таких кладбища, что сохранились. Но полотно дороги никто никого не хоронил. Кубки, завоеванные ягодницами. Лыжи. Модель старинная. 60-х, 70-х годов. Кинокамеры. Видеопроекторы. Теодолит. Вы где можете найти так? А в Ягодном, в районном центре, все это есть. То, чем жил СССР. Чем пользовался, кстати, сам Владимир Александрович и сотрудники Ягодницкой типографии. А это модели 70-х годов. Интересно? Подшитые валенки. Сейчас это раритет. Машинки. Вот эти вот конструкции для сбора брусники. Комбайн. Старинные кресла. Стулья. Столы. Модели телефона. Утюгов. Невероятно. Портрет Владимира Ильича Ленина. Кстати, в Ягодном памятник Ленина сохранен в центре поселка. А вот какая прелесть. Такие модели радиоприемников, ламповых, патефон, катушечный магнитофон. Все то, чего уже не увидишь. Но гармошечки-то еще, может быть, где-то есть у людей. Но вот рекорда и вот этих моделей часов вы уж точно не увидите. Лично для меня было потрясением, когда в коллекции фотографий Ивана Паникарова я увидел, что уже в 1937-1938 годах в лютом морозном крае
выращивали огурцы, пшеницу, картошку, паслись стада оленей, коров. Колыма себя кормила, как и Чукотка, до страшных годов бедствия 90-х, которые рухнули на колымчан, заставив большинство из них искать спасения на материке. Колыма была освоена, а теперь